Здравствуйте, дорогие мои друзья, любители вязания. Сегодня я предлагаю вашему вниманию узор вертикальные ажурные дорожки. Жилет, кардиган, джемпер или пуловер, связанные таким узором, будут выглядеть стильно и эффектно. Узор выглядит великолепно, привлекает внимание, но сложности в исполнении этого узора нет никакой. С этим узором справится даже самый начинающий любитель вязания, кто впервые взял спицы в руки. Если вам стало интересно, если вам понравился узор, оставайтесь на канале. Я покажу схему, и мы вместе попетельно свяжем образец такого узора поворотными рядами. И в процессе вязания образца я буду объяснять, как вязать такой узор по кругу. Узор по низу образует легкую волну, которую легко исправить во время ВТО при помощи пара. Или если начинать вязать изделия с какой-либо планки или резиночки. Так выглядит узор при вязании снизу вверх. При вязании сверху вниз узор выглядит следующим образом, тоже эффектно, интересно, стильно и богато. А теперь давайте вместе свяжем образец этого узора. Перед вами схема узора. Условное обозначение схемы следующее. Пустая клеточка – это лицевая петля. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такая галочка, а внутри галочки цифра 2 означает две петли вместе, провязанные одной лицевой петлей с наклоном в правую сторону. Вот такая стрелка, указывающая вниз, означает две петли вместе, провязанные одной лицевой петлей с наклоном влево. Скобка означает накид. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 4 рядов. Провязав последний 4-й ряд четной, мы начинаем повторять узор вверх по вязанию с 1 по 4 ряд. Нужное количество раз. Раппорт узора в ряду состоит всего из 6 петель. На схеме указан один раппорт узора и плюс петля симметрии. Одна петля симметрии, которая вяжется только один раз в конце лицевого ряда и, соответственно, в начале изнаночного ряда, для того, чтобы узор смотрелся гармонично, симметрично, зеркально, чтобы полотно было одинаковым в своем начале и в своем конце. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания этого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на число петель раппорта на 6. Плюс вы один раз добавляете петлю для симметрии и плюс добавляете 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора по кругу, ваше количество петель должно делиться на 6 на число петель раппорта. Петлю симметрии набирать не нужно. Кромочные петли при вязании по кругу также набирать не нужно. Но нужно добавить одну петлю для замыкания петель в круг. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора. Для образца поворотными рядами я набрала на спице 15 петель. Это 2 раппорта узора по 6 петель, 12 петель, плюс 1 петля для симметрии, 13 петель и плюс 2 кромочные петли, 15 петель. И теперь завязываю кончик нити вместе с основной нитью на узелок. Так я всегда делаю, чтобы петли были стабильные в начале ряда. И далее снимаю кромочную петлю и вяжу
все петли изнаночными петлями до конца ряда. Так я провязываю подготовительный ряд для того, чтобы перейти на лицевую сторону работы. Если вы вяжете классическими петлями, я вяжу бабушкиными, провяжите этот ряд классическими изнаночными петлями. Если вы вяжете по кругу, то провяжите подготовительный ряд всеми лицевыми петлями. Первую кромочную петлю я буду снимать, последнюю кромочную петлю провязывать изнаночной бабушкиной петлей. Вы вяжите кромочные петли так, как вы привыкли. Я провязала подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. Такой ряд вяжется только один раз перед началом вязания узора по схеме. И такой подготовительный ряд вязать не нужно, если ваше изделие будет начинаться с резинки или с планки. Кромочную петлю снимаем и провязываем первый лицевой ряд. Он вяжется одинаково и при вязании поворотными рядами, и при вязании по кругу справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаю при вязании по кругу. После маркера начала ряда начинаем провязывать лицевой ряд. Изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. Мы провязали раппорт узора, вешаем маркер, чтобы разделять раппорты друг от друга, и повторяем раппорт. Изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая петля. Мы провязали второй раппорт узора. Вы вяжите столько раппортов, повторяете, разделяя их маркерами, сколько вы набрали раппортов узора. После последнего раппорта узора, я после своего второго раппорта узора, провязываем в конце ряда только один раз петлю симметрии. Это изнаночная петля. И кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать четный второй ряд. При вязании по кругу четные ряды вяжутся справа налево по рисунку первого ряда. При вязании поворотными рядами четные ряды — это изнаночные ряды, и вяжутся они слева направо и тоже по рисунку первого ряда. Итак, кромочную петлю снимаю, и при поворотном вязании далее у меня идет лицевая петля, которая была изнаночной в лицевом ряду. То есть вяжем по рисунку. Видим лицевую, вяжем лицевую. Все четные ряды, второй и четвертой, вяжем по рисунку. Далее видим 5 изнаночных петель, которые были 5 лицевыми петлями. Вот они. Видим изнаночные, вяжем изнаночные петли. Также и по кругу вяжем ту петлю, какую видим во всех четных рядах, то есть во втором и в четвертом рядах. Далее видим лицевую петлю, вяжем лицевую. Это была изнаночная петля в лицевом ряду. Мы провязали раппорт узора, повторяем раппорт. Вяжем по рисунку все петли до конца ряда. 5 изнаночных петель и 1 лицевая петля. И кромочная петля изнаночная бабушкина. При вязании по кругу второй четный ряд после маркера начала ряда провязываем следующим образом. Итак, раппорт узора будет следующий. 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель. 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель. Повторяем до конца ряда. И в конце ряда провязываем изнаночную петлю. То есть тоже получится у нас четный ряд, провязанный по рисунку. Разворачиваем
вязание на изнаночную, на лицевую сторону. И провязываем третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем и далее одинаково вяжется этот ряд и при вязании по кругу, как я уже сказала, и при вязании поворотными рядами. Изнаночная петля. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном в правую сторону, вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому, чтобы мне провязать эти 2 петли с наклоном вправо вместе одной лицевой петлей, я должна поменять положение своих петель на классическое, то есть чтобы правые стенки моих петель, которые у меня сейчас находятся за спицей, петля, вот ее правая дужка, правая стенка, оказались перед спицей. Для этого я по очереди разворачиваю эти 2 петли, переснимаю их на правую спицу, завожу правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Сзади работы слева направо завожу правую спицу за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Я развернула 2 лицевые петли свои. Теперь их правые стенки оказались перед спицей, как при классическом способе вязания. Возвращаю эти 2 петли на левую спицу. И теперь провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. При классическом способе вязания разворачивать петли не нужно. Правые стенки петель, петля, ее правая сторона, правая стенка находятся уже у вас перед спицей, поэтому сразу, не разворачивая, провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. И 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При классическом способе вязания правые стенки ваших петель находятся перед спицей. Вот правая дужка, правая стенка петли находится перед спицей при классическом способе вязания. Вот так. Поэтому для того, чтобы провязать эти 2 петли вместе одной лицевой петлей при классическом способе вязания, эти петли нужно развернуть. То есть поменять их положение на бабушкино, чтобы их правые стенки оказались за спицей. Для этого по очереди переснимаем эти 2 петли на правую спицу. Заводя правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотим провязать лицевую петлю, но не провязываем, а переснимаем петлю. Заводим правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, вот так, и переснимаем петлю. Мы развернули 2 петли, поменяли их положение на бабушкино, и теперь возвращаем их на левую спицу. Правые стенки петель находятся теперь за спицей. Вот правая сторона, правая дужка за спицей. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так. При бабушкином способе вязания разворачивать петли не нужно. Правые стенки петель уже находятся за спицей, поэтому сразу провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки при бабушкином способе вязания. Вот такой красивый наклон влево у нас получается. Мы провязали раппорт узора, повторяем раппорт узора. Я вяжу бабушкиным способом вязания. 1 изнаночная, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Накид, лицевая, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево.
Мы провязали второй раппорт узора. Вы повторяете все ваши раппорты до конца ряда, которые вы набрали. В конце ряда один только раз провязываем петлю симметрии. Это изнаночная петля. И кромочная петля у меня изнаночная бабушкина. Вы вяжете кромочные петли так, как вы привыкли. Мы провязали третий лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем изнаночной четвертый ряд по рисунку, то есть как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем, далее вяжем лицевую петлю, вяжем лицевую. Это была изнаночная петля симметрии в лицевом ряду. Далее вяжем изнаночную петлю. Это были две петли вместе, одной лицевой петлей в лицевом ряду. Вяжем изнаночную. Накиды в изнаночных рядах провязываем изнаночной петлей открытой, чтобы получилась дырочка. Чуть туже, чем обычно, чтобы дырочка получилась аккуратная. При вязании по кругу накиды провязываете лицевой петлей, тоже открытой, чтобы получилась дырочка. Дальше у нас была лицевая петля, здесь она у нас выглядит как изнаночная петля. Провязываем изнаночную. Ту петлю, какую видим, то есть по рисунку. Накид далее провязываем изнаночной открытой петлей за переднюю стенку. Далее у нас опять изнаночная петля. Это были две петли вместе, одной лицевой петлей в лицевом ряду. И далее мы вяжем лицевую, вяжем лицевую. Это была изнаночная петля в лицевом ряду. И так до конца ряда провязываем петли по рисунку. И при круговом вязании, и при поворотном вязании по рисунку. Далее идет изнаночная петля. Это были две петли вместе, одной лицевой петлей в лицевом ряду. Накид провязываем изнаночной петлей. Накид провязываем изнаночной петлей открытой за переднюю стенку. Далее видим изнаночную петлю. Это была лицевая петля в лицевом ряду. Но можно не смотреть. Если только непонятно, какая петля, можно посмотреть и проконтролировать себя по лицевому ряду предыдущему. Накид изнаночной петлей. Далее у нас вот изнаночную вяжем изнаночную. Видим лицевую косичку лицевой петли, вяжем лицевую. И кромочная петля изнаночная. И так до конца ряда провязываем петли все по рисунку. И при поворотном вязании, и при круговом. При поворотном вязании только отличаются вязания тем, что четных рядов, что накиды провязываем изнаночной петлей, а при вязании по кругу в четных рядах накиды провязываем лицевой петлей. Работу разворачиваем на лицевую сторону и повторяем узор вверх по вязанию, опять же с 1 по 4 ряд. То есть сейчас вяжем 5-й лицевой ряд, это как бы первый ряд схемы. Друзья, на этом у меня все. Я показала, как вязать все условные обозначения, объяснила, как вязать узор по кругу и поворотными рядами. Далее вяжите образец сами. Вверх по вязанию несколько раппортов, чтобы получился красивый рисунок. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, узор вам понравился. Вы сохраните его к себе в копилочку. Спасибо всем большое за лайки, за добрые комментарии и за подписки. Желаю всем легких петелек, хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.